Представь, вокруг тебя 10 девушек, и у тебя есть ровно 5 минут для того, чтобы понять, с кем из них ты подпишешь брачный договор, возьмешь ипотеку и вырастешь детей. Справишься? Так работают быстрые свидания. Это такой формат, где людей собирают вместе и дают им немного времени, чтобы пообщаться друг с другом. Как правило, минут 5. Когда время заканчивается, партнеры меняются. Если вы успеете понравиться собеседнику, то в конце встречи получите его контакт для того, чтобы продолжить общение. Вообще, фастдейтинг — это реально мощный инструмент, если правильно им пользоваться. Поэтому я решил разобраться и сходил на несколько встреч в России. Одна для молодых, вторая для тех, кто чуть постарше. Разница оказалась критической. После того, как я уехал в Сербию, я решил сходить на что-то подобное и здесь. Вдруг это будет ощущаться как-то иначе. И действительно, ощущения совсем другие. Причем мне удалось посмотреть на процесс не только как участнику изнутри, но и в роли организатора снаружи. Я увидел то, что скрыто от посторонних глаз и очень полезно держать в голове. Но, несмотря на различия, у всех этих встреч было кое-что общее. Есть одна ошибка, которую ни в коем случае нельзя совершать на фастдейтинге. И сейчас я расскажу, какая. Светозар, Светозар. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и обязательно подпишитесь на канал. Таким образом, больше людей узнает про разные способы знакомства и осознанный подход к отношениям. Спасибо. 50 новых знакомств за 2 часа. Ровно столько у меня получилось, когда я сходил на огромный спиддейтинг в Москве. Классический формат быстрых свиданий. Это девушки сидят за столиками, парни к ним подсаживаются, у них есть 5 минут на разговор, и после звукового сигнала парни пересаживаются за следующий стол. Это нормально работает, когда вас 10 или 20. Но когда вас 100, все уплотняется настолько, что дают только 2 минуты на поговорить. И вот в таких условиях резко начинаешь узнавать новое о себе и о других людях. Например, я быстро осознал, что моя способность знакомиться весьма ограничена. Примерно после 10-го человека я начал чувствовать усталость, а когнитивные способности резко ухудшились. Стало все сложнее что-то интересное рассказывать про себя, так же, как и узнавать новые факты из жизни партнера. Вообще это нормально. Нам обычно в жизни не требуется узнавать так много людей за такой короткий срок. Поэтому задача в целом непростая. После 20-го человека мозг резко начинает искать какие-то способы снять с себя нагрузку. Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия, все. И придумать какое-то подобие скрипта, чтобы работать по нему. Поэтому очень вероятно, что дальнейшее общение продолжается в формате «кем работаешь, чем увлекаешься?», потому что ни на что другое просто нету сил. Запоминаются, на удивление, совсем незначительные вещи. Смех партнера, его запах, то, как он ведет себя, в какой позе он сидит, прическа, то, как она двигает руками в процессе разговора, ну и так далее. То, о чем вы будете говорить, в целом не особо важно. Все это лишь повод установить контакт. Но вот сам контакт важен. И вот здесь кроется та самая ошибка, которую ни в коем случае не стоит совершать, если вы хотите понравиться потенциальному партнеру. Как я уже сказал, мы, кажется, не особенно-то выбираем, что нам конкретно запоминать о партнере. Мозг там сам что-то решает. И, к сожалению, негатив запоминается просто замечательно. Наверное, это связано с тем, что эволюции нам заложено свойство обращать внимание на опасность. Поэтому негативное впечатление оставите себе проще простого, ничего особенного для этого делать не нужно. Элементарно небрежно кинутое «привет» может задать тон всему остальному разговору. Это не значит, что надо быть идеальным, это невозможно. Надо быть самим собой, но открытым, дружелюбным и внимательным к партнеру. В целом, это базовое поведение, которое при желании доступно всем. Но, оказалось, есть фактор, который довольно сильно влияет на эти качества. Светозар, Светозар. Можно было бы предположить, что с возрастом люди становятся мудрее, осознаннее и с ними легче знакомиться. Нет. В Москве мне удалось попасть в 2 разные возрастные группы. Так называемая молодежь от 18 до 30 и те, кто идут за молодежью, как бы они ни назывались, от 27 до 35. Скуфы. Я тогда был как раз на пересечении этих 2 возрастов, поэтому мог позволить себе сходить и туда, и туда. Так вот, в молодежной группе, ну да, было иногда скучновато, но в целом вполне неплохо. Был нормальный человеческий контакт и взаимный интерес без претензий. А вот в возрастной группе обстановка была другая. Ощущение, что все закрытые, зажатые, на каких-то лютых комплексах и негативе. В основном девушки были старше меня, не очень сильно. Я не делал из этого проблемы и общался со всеми одинаково приветливо. По ним же было видно, что они сильно комплексовали и почему-то переводили напряжение в негатив. Когда я был помощником организатора быстрых свиданий, расскажу в конце видео, я отчетливо понял, что стесняются все, и это нормально. Но некоторые переводят это стеснение в
какие-то понты на ровном месте, а то и вообще в пассивную агрессию. Это отталкивает и сильно врезается в память со знаком минус. Например, я зачем-то запомнил, что одна из девушек жила 8 лет в Китае, но и там так не понравилось. Такие эти китайцы ужасные. Зачем тогда было там жить 8 лет, я так и не понял. Из 15 девушек, расслабленные на приколе, мы поговорили от силы с 3. Не знаю, то ли это вообще грустная возрастная группа такая. Надеюсь, что нет, мне самому уже 32 так-то. Или просто в тот конкретный раз не сложилось. Проверить не вышло, так как больше я туда не ходил. Светозар, Светозар. На каждом из быстрых свиданий очень хотелось остановиться и посмотреть, а что же там у других происходит, о чем они говорят. Но из-за того, что на разговор есть только 5 минут, а потом партнер сразу меняется, по сторонам было смотреть сложновато. Поэтому, когда мне предоставилась возможность посмотреть на процесс со стороны организатора, я не раздумывая согласился. Мне предстояло на вечер стать волонтером с возможностью поснимать происходящее. Что ж, окей. Я несколько раз прочитал инструкцию о том, чем же мне предстоит заниматься, собрался и поехал в другой город на съемки. Я был на похожем мероприятии год назад как участник и сделал для себя 2 вывода. Иммигранты, и я в их числе, испытывают большую потребность в общении, но не всегда понимают, как это делать. Второе. Катастрофическая нехватка русскоязычных девушек делает быстрые свидания в Сербии больше похожими на голодные игры. Что ж, возможно, год спустя ситуация как-то изменилась. Я приехал чуть пораньше для того, чтобы немного осмотреться на месте и познакомиться с ведущим. Уже на этапе сбора участников стало понятно, что, несмотря на День всех влюбленных, у нас наблюдается некоторый гендерный дисбаланс. Где же прекрасная половина нашего... Да, это очень прикольно. Интрига. Это интрига. А девчонки платят? Да. То есть, если что, они потеряют денег. Да, конечно. Все понятно. Какая-то система держек противовесов присутствует. Не, есть. Ближе к началу мероприятия люди все-таки потянулись, поэтому я решил воспользоваться моментом, чтобы спросить участников про их ожидания. И заодно поинтересоваться, как ощущается перекос в сторону мужчин. Почему пришел, в день всех влюбленных? Есть ли какой-то символизм здесь? Символизма совершенно никакого нет. Какие-то у тебя ожидания, может быть, от сегодняшнего вечера есть? Да не знаю, пообщаться, наверное. Я спать хочу, честно говоря. А ты больше романтику или дружеские какие-то отношения хочешь найти? И то это. И то, и то. За последний год, что я в Сербии нахожусь, очень много фокуса было на то, что учиться жить одному, на работу, куча, самообучения самого себя, и как-то не было особо времени заводить знакомства, я в Сербии нет друзей практически, я такой... Пиздец. Ты первый раз? Второй, год спустя. Ты больше романтические отношения или дружеские? Романтический это идеальный вариант. Это но- вообще было бы неплохо. Да, но дружеский тоже нормально. Нет ощущения, что это как-то общая тенденция, знаешь, что люди в целом хотят как-то больше связей наладить. Ну, кажется, для миграции это логичный момент. Вполне себе, да. А ты долго уже? 3-й год идет. Я просто очень много на работе пропадаю, и вот у меня в основном все друзья с работы. Хочется чуть-чуть разнообразить. Тебя не смущает, что больше мужчин приходит на свидание? Я работаю в мужской сфере, мне поэтому... А, ты вообще привычна к этому делу? Нет, почему? Пообщаться с разными людьми интересно. А вот тот первый раз, который ты ходила, тебе что-то понравилось, не понравилось? Я пожалела, что я сразу уезжала после этого, и не было возможности встретиться с несколькими ребятами, с кем... Именно скорее дружеский какой-то вайб. Там пару девчонок было интересно, с которым бы я хотела как-то продолжить общение. И мы что-то списывались, но знаешь, потерялся вот этот вот момент сразу после. Момент упущен, Да, и да, как да, бы... да. Ну, понятно. То есть с моей прошлой поездки поменялось немного. Люди все так же ищут общения. И дружеского, и романтического. Девушек все так же сильно меньше, и, честно говоря, такое ощущение, что они скоро исчезнут совсем. После того, как все коротко рассказали про себя, ведущий объяснил правила, и настал тот самый момент. Все, тогда поехали, друзья, да. У нас по 10 минут, если у вас будет не о чем будет рассказывать, можно нажать «Год», попросить вопрос. А у вас, по идее, сейчас должен появиться в течение ближайших секунд первый слой. Ведущий нажал на кнопку, участникам пришли имена партнеров, к которым надо подойти и познакомиться, и понеслось. Да. Действительно магия, Честно говоря, со стороны сложилось ощущение, что все говорят примерно об одном и том же.
обычные темы для знакомства, ничего особенного. Думаю, это нормально, и так и должно быть. Иногда можно заметить людей, которые перетягивают все одеяло общения на себя и не дают партнеру даже вставить слово. Полагаю, в таком диалоге довольно скучно. Ну, мне так показалось. Когда люди беседуют, организаторы могут немного выдохнуть. Поэтому я решил докопаться до ведущего, Владислава, и расспросить его. Это уже не первое его мероприятие, поэтому, возможно, у него накопились какие-то инсайты от происходящего. Можешь рассказать, как ты вообще к этому пришел, что ты же, ну, типа, ты психолог, я правильно? Да. Ну, и ты такой, буду проводить спиддейты, или это франшиза какая? Я вообще не понимаю, как это работает. Смотри, это в какой-то степени, ну, не совсем франшиза, но я веду именно в Белграде. Я пришел к этому так, что я такой, мне хочется что-то делать движухи, чтобы дружить людей. То есть я меньше думаю про романтические отношения, я приехал тогда только в Белград и такой, вот мне хочется, типа, общаться с людьми, и мне нравится идея, то есть ко мне обращались клиенты с запросом, что у меня нет друзей. И я такой, типа, а кто как-то этим занимается? Я начал рандомно вспоминать, нашел знакомую девушку, которая когда-то, я помню, она что-то делала про быстрые знакомства, я ей написал, она такая, круто, а мы как раз-таки, типа, вот в Белграде нужен человек, который, типа, проводит такие мероприятия, проводит. Отлично, я как раз хотел их проводить. По сути, я, это, можно сказать, я уже в действующем проекте участвую, который в разных городах. Это вот такое уже твое мероприятие? Слушай, как рыба в воде, здесь плаваешь. Слушай, вот такого формата где-то 5-е или 6-е. Слушай, ну как будто есть какая-то, знаешь, тенденция в том, что реально девушек немного русскоязычных. В Белграде именно. Да, по-моему, вообще в целом девушек... Не, в Москве, например, Не, типа... в Москве-то понятно. Ну да. Но опять же, за границей. Ну, наверное, да, потому что, ну, понятно, у этого есть контекст, да. Но это именно в Белграде, да, потому что, ну, в Белграде просто особенность в том, например, в отличие от Тбилиси, что сюда переехало больше айтишников с семьями зачастую, и тут в целом, мне кажется, меньше. То есть, например, в Тбилиси не такой контекст, потому что я там уточнял. Тбилиси там коммуна есть. Да, там другой вайб. Ну и слушай, я общался с рядом девушек здесь, которые такие, не с кем общаться одиноко. YouTube не все разрешает публиковать, поэтому оставшуюся часть интервью смотрите в моем телеграм-канале. Там Владислав делится инсайтами от проведения встреч и дает советы участникам. Ссылка в описании. Поскольку участников было не очень много, через несколько часов мероприятие окончилось, и пришло время подводить итоги. Я, собственно, нажимаю волшебную кнопку, и дальше происходит... Оля... Да. Опа, Всё? пошло. Вы получаете. Все есть, да? Получается. Круто. Что там что-то интересное, да? Скажите. Люди получили в Телеграме список партнеров, которым они взаимно понравились, и разошлись по домам. Инсайты, которые я заметил, побывав на другой стороне. Все стесняются, это абсолютно окей. Алгоритм успеха довольно простой. Не стоит строить ожиданий. По сути, все, что вам нужно, это поговорить о чем угодно, вообще любая тема подойдет, и попытаться почувствовать вообще, подходит ли вам собеседник. И ощущение это приходит, ну, примерно в первую минуту. Было несколько человек, которых я бы характеризовал как криповых. Судя по всему, у них просто не очень хорошо развиты социальные навыки, и это окей, над этим можно работать. Поэтому, чтобы не быть криповыми, слушайте партнера, и будьте интересными, чтобы про вас тоже хотелось слушать. Светозар, Светозар. На пути домой думал о том, как вообще в этом мире искать своих людей. Быстрые свидания – это классный инструмент, чтобы найти новых знакомых, но нет никакой гарантии успеха, как и везде, впрочем. Если элементарно быть хоть немного дружелюбным, то вполне легко завести несколько новых знакомств. Но дальше начинается самое сложное, нужно вкладываться в этот контакт. В идеале встретиться офлайн и делать что-то вместе. Тогда это перерастет из просто знакомства во что-то большее, во что-то настоящее. Поэтому важно не количество новых знакомых, а их качество. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подпишитесь на канал, если еще не сделали этого. И обязательно напишите в комментариях, что вы думаете про быстрые свидания. Может быть, вы знаете какой-то другой интересный способ знакомства. Буду рад его попробовать и сделать про него видео тоже. Всех обнимаю и увидимся в следующем видео.